Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Скорее всего, ты прав. Вот и наступил новый день, салаги. Сегодня мы продолжим поддерживать порядок в нашем городе. Во имя... Мужик, заткнись уже, не то я тебе сейчас харю разобью. Yo, man, shut the fuck up, nigga. Go fuck yourself. Yo, piece of white trash, yo, nigga. Шаурма, покупай шаурма. Недорого суши, отвечаю, Васа. Привет, бать. Ну чё, как жизнь, как работа? Я тебя породил, я тебе и отметелю. Вау, вау! Батя, полегче. В чем дело? Где ты был этой ночью? Ну, я... Drop it. Yeah. Пил, курил, принимал наркотики. А что? Минут 40 назад один наш патрульный обнаружил губернатора Лариуса возле бара «Синенькие ползуны». Он лежал без сознания и с разбитым лицом. Вставай, свинья! Вставай, сука! Тебе об этом что-нибудь известно? Он сказал, что это я его ударил. В том-то и дело. Он не может вспомнить ночных происшествий. В таком случае нет, я не в курсе, от кого огреб этот высокомерный полудурок. Ладно, ладно, это я ему врезал. Как это было? Говори. После вечерухи в Рыгаловке Карагона я решил немного развеяться и посетил подпольное казино. Эй, крупье, есть свободные столики? Я хочу поиграть в покер, ну или хотя бы камень-ножницы-бумагу. Ну давай поиграем, Джон. У тебя есть 30 секунд на то, чтобы... Стой! Нет, я не буду играть. Что? У тебя есть 10 секунд, чтобы передумать. No! Никто не хочет со мной играть. Умри. Там я случайно встретил губернатора Лариуса и предложил ему сыграть в очко, а он согласился. Ну, в смысле, в 21 очко. Я поставил на кон свой новенький меч, а он спортивные штаны Абибас. Я давно такие себе хотел. И... Я проиграл. И за это ты ему двинул? Хотел, но бармен принес мне тепленького молочка с печеньками, и весь мой гнев как рукой сняло. Что было дальше? Ну, мы разговорились, и наш диалог зашел о музыке. Во время нашей милой матерной беседы он заявил, что шансон слушают только зэки и водители маршруток. А я так не считаю. Шансон для элиты. Шансон для четких пацанов. И ты его ударил за эти слова? Да, такой наглости я стерпеть уже не смог. И немедля прописал ему 2. Красава, я тобой горжусь, сынок. Спасибо. Но есть одна проблема. Объявился свидетель, который видел, как ты избивал Лариуса. Он уже успел доложить Хагену об этом.
Свидетель! Батя! Нужно валить отсюда! Где ключи от сраного трактора? Успокойся. Лорд Хаген велел свидетелю не трепаться на эту тему. Правда, сам он уже успел разболтать об этом половине верхнего квартала, но они тоже будут молчать. И другим скажут, чтоб молчали. Я что-то не понял. Хаген что, хочет взятку? Бать, давай дадим! Он берет взятки только банками соленых огурцов, а они у нас уже давно закончились. Яркендарская сила, что же делать? Не ссы, я уговорил Хагена, чтобы он дал тебе время до заката на то, чтобы ты смог спасти свою задницу от тюрьмы и мою задницу от прыщей. В смысле от позора. Если ты выполнишь его задание, то Лариус не знает о том, что это ты разбил ему табло. Так, а в чем суть задания? Лорд Андре должен ввести тебя в курс дела, так что пули к нему. Да, и лучше возьми себе в помощники своего друга, Джонни. Он вроде толковый парень, знает толк в лечении геморроя. Так вот куда делись все соленые огурцы. Огурец дает прохладу, влажность и силу земли. Бать, а ты мне не поможешь? Сынок, я бы с радостью, но ты сам видишь, я выполняю личное поручение лорда Андре. Бать, а кто свидетель-то? Вроде какой-то лысый паренек маленького роста, но я тебе этого не говорил, ясно? Брат, купи шампунь. Хороший шампунь, яичный, недорого совсем. Яичный. А для головы у тебя шампунь есть? Есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебя сводит с ума моя борода. Джонни, ты уже покушал? Ну, мам! Не мамкай, подсюди. Сыночка, ты почему не побрился? Я хотел спросить у тебя то же самое. Вообще-то я недавно брилась, а это так, легкая щетина. Сынок, а помнишь наш с тобой любимый стишок, который я читала тебе, когда ты был еще совсем малышом? Да что-то не припомню. Ну как же? У тебя не стоит моя роза в стакане, у меня не течет из-под крана вода. Я б тебе засадил всю аллею цветами, если б ты мне дала тех цветов семена. Ну вот, помнишь же, я читала его тебе перед сном, до тех пор, пока не уплыла на материк с богатым хахалем, бросив вас с братом здесь на произвол судьбы. А батя куда делся? Может, расскажешь мне о нем? Да что тут рассказывать? Зашел какой-то хмырь, заплатил деньги и ткнул в меня своим грязным пальцем. Мы с ним покувыркались, и через 9 месяцев... Ой, нет, погоди, я перепутала. Это история появления на свет твоего старшего брата. Твоего отца я помню получше. Мы встретились с ним, когда он кормил рыбок. Каких рыбок? Где? В озере. Какие-то хулиганы подрезали его в подворотне и бросили в озеро. А я его выловила, обчистила все карманы и решила спихнуть обратно в воду. Но когда я его топила, этот гад пришел в себя, схватил меня за патлы и потащил за собой на дно. Вот так и познакомились. А потом у нас было всякое. И ссоры, и любовь. Пьет, значит любит. И отдых на берегу моря. Когда ты был у меня в животе, мы с твоим отцом частенько играли в бутылочку. Вот так он и спился, покатился по наклонной. Последний раз я его видела, когда он дрался с березой, что-то выкрикивая и матерясь. Белочка она такая. Смотрите, белочка. Как оказалось, в тот день он сломал любимую березу нашего губернатора, которую тот любил поливать по утрам. За это твоего отца отправили в печально известную колонию заключенных. Некоторое время он писал мне письма из-за барьера. Из них я узнала, что он стал одним из бесстрашных стражников старого лагеря, которые изо дня в день охраняли покой рудных баронов. Ух ты! А чем конкретно он там занимался? Да что он там делал? Пинал беззащитных рудокопов, курил косяки болотника и заливался рисовым шнапсом до белой горячки или потери сознания. Это уж как повезет. В один прекрасный день письма перестали приходить, и дальнейшая судьба Джима мне неизвестна. Джим? Моего отца звали Джим? Да, но я его называла Джим Лежа. А он тебя как называл? Становая Клава? Клава штанги в наклоне? Слушай, брат, купи карта, недорого. Что еще за карта? Карта сокровищ. У пьяный пират украл всего 500 золотых.
Сколько? Да я тебе карту эту сейчас! Ахмед, решай. Или ты отдаешь мне карту, и ты свободен, как сопля в полете. Или я... А ты... А из твоей задницы будет торчать оглобля. Чего, Оглобля. Привет, Джон! Эй, Джонни, вот ты где. Джонни, у тебя какая-то грязь на лице. Это моя борода, Джон. Как она за ночь так выросла? Да за какую ночь? Эту серию больше года снимали. А кто эта симпотная, бородатая женщина? Джонни, ты что, подцепил Кончиту Верст? Джон, знакомься, это моя мама. Привет, Джон, не узнаешь меня? Клава? Так вы знакомы? Откуда? Я тебе по дороге расскажу, Джонни. Нам срочно нужно явиться к лорду Андре. Срочно? Тогда чего мы ждем? Пока, мам, увидимся позже. До встречи, сынок. Не забывай надевать шапочку, когда выходишь за пределы города. Это что такое сейчас было? Это был тизер. Джон, так откуда ты знаешь мою мать? Понимаешь, Джонни, мой отец и твоя Клава, в смысле, твоя мать. Твою мать, как же тебе объяснить? Ну, у бати тогда была днюха, и твоя маман пришла по вызову. Ну, и она с батей, ну, ты понимаешь. Не совсем, Джон. Поясни. Ну, мой отец, он загонял своего бычка в коровник твоей матери. У мамы был коровник? Она мне не рассказывала. Нет, Джонни, ты не понял. Мой отец своим ёршиком чистил дымоход твоей матери. Так Вульфгар еще и трубочист? Блин, да как тебе объяснить еще? Батя запускал своего шпиона на секретную базу твоей матери. Дошло? Джон, что-то ты меня совсем запутал. А при чем здесь коровник? Это что за хренотень? Да это же Тихобздуев. Как думаешь, что это с ним? Вот, Джонни, у тебя было такое же выражение лица, когда ты увидел, как в «Игре престолов» отрубили голову Эддарду Старку. Джон, вот зачем ты это сказал? Это же спойлер. А что, если среди наших зрителей есть те, кто еще не смотрел этот сериал? Да брось, Джонни! Я ведь не сказал, что голову отрубят в предпоследней серии первого сезона. И все же, Джон, что с ним? Эх, Джонни, неужели эта картина тебе ничего не напоминает? Ну-ка, вспомни! Воды! 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 Дайте воды! Пить! Воды! Пить хочу! Дайте воды! Пить! Дайте воды! Хочу пить! Трубы горят! Да, знатно мы тогда отпраздновали День ополченца. Да брось, Джон, на Бадун это совсем не похоже. Слушай, а что если он был проклят, и его душа покинула тело? Ага, покинула тело и вселилась в мясного жука. Джонни, не говори ерунды. Что? Где? Что будем делать? Мы же не можем просто так его здесь оставить. Это еще почему? Потому что так положено по сценарию. Гребаные сценаристы. Ура! Я свободен! Вы мои спасители! Заткнись! Принимай квартиранта! Ну вот, теперь и чужое дерьмо убирать. Тебя хоть как звать-то? Ты чем-то огорчен?
Тогда слушай анекдот. Снес как-то раз падальщик деду яйцо с одного удара. Ну ты понял? Снес деду яйцо в это море. Dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Ruhe auf euch zu nehmen. Hilfe! Ну подожди, сукин сын! Джон, ты почему остановился? Ты иди, Джонни, а я тебя скоро догоню. А в чем дело? Мне нужно погонять Лысого. Что, прямо сейчас? Да, Джонни, сейчас самый подходящий момент. Бать, а кто свидетель-то? Вроде какой-то лысый паренек маленького роста. Но я тебе этого не говорил. Ясно? Ну ладно, тогда я подожду тебя у казарм. Только недолго, ладно? Одна нога здесь, другая там. Я серьезно, смотри. Одна здесь, другая там. Что курил наш режиссер? А ты сам у него спроси. Ладно, иди уже. Проклятие! Джон, вот зачем ты его спугнул? Я уже почти завалил этого мелкого засранца, а ты все испортил! Эй, вышибала, остынь! Мне этот сопляк тоже насолил. Ну, тогда давай объединимся, убьем его! А давай ты убьешь его! А я никому не скажу, что на прошлой неделе я застал тебя за просмотром телепузиков. Умеешь ты уговаривать. А что у тебя с голосом? Спроси еще раз, и ты труп! Achtung, Achtung, die deutschen Soldaten! Eine freudige Nachricht! Die russische Panzerkampfwagen marschieren nach Berlin! Ну и как? Ты это сейчас о чем? Ну, Лысого погонял. Да не, этот гаденыш ускользнул от меня. Идем, Джонни, мы и так уже из-за тебя много времени потеряли. Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Ну где же ты? Ну обними меня скорей! Лорд Андре, очнитесь! Лорд Андре! Что? Когда началась Вторая мировая война? Какая война? С вами все в порядке? Где вы так долго шляетесь? У меня и так дел по горло. Да по какое горло? Понос. Понос? У меня на прошлой неделе был. Кто был? Понос у меня был. Ну, дел понос. В смысле, много. Джонни, а я ведь говорил тебе, что не надо запивать селедку молоком. Джон, закрой варежку и слушай меня. Все для тебя, рассветы и туманы. Для тебя моря и океаны. Я этого не вынесу. Для тебя. Ребята, Курт застрелился. Все сюда. Ну как? Отвратительно, Андрюша. Давай лучше к делу. Что, настолько все плохо?
Ну, не то чтобы плохо, я бы сказал, полное дерьмо. Я сейчас. Итак, вернемся к делу. Думаю, ты уже узнал от своего отца, что Хаген приказал поручить тебе задание. И если ты с ним справишься, то губернатор не узнает, что это именно ты заехал ему в морду прошлой ночью. Что ты сделал? На самом деле, все было не так, Джонни. Он сам меня ударил лицом по кулаку, а я, как всегда, крайний. Будь я на твоем месте, я бы использовал момент и добавил бы ему еще несколько пощечин, возможно, даже ногами. Так почему сам ему не врежешь? Кишка тонка. Пошел ты нахер, козел! Так что там за задание? Поступила информация, что этой же ночью двое неизвестных совершили погром в таверне «Мертвая Гарпия». Вам нужно пойти туда и все там разрулить. А главное, найти и поймать этих отморозков. Вопросы есть? Есть. Вопросов нет. Свободны. Я не понял. А почему он здесь разгуливает? Мы ж только вчера его посадили. Или нет? Посадили, но он поделился со мной травкой, я хотел сказать, ценной информацией. И я понял, что он не тот, кого мы ищем. А как же правосудие? Дерьмо иногда случается, сынок. Все, валите. Не мешайте мне готовиться к шоу «Миртана ищет талант». Так значит, ты опять наломал дров, а нам двоим расхлебывать? Но ты же мой лучший друг, Джонни! Неужели ты не поможешь мне? Да не волнуйся ты! Сейчас мы быстренько найдем этих хулиганов, перережем им глотки, вырвем глаза и вырежем языки, а потом, с чувством выполненного долга, пойдем кушать мороженое. Только чур ты угощаешь. Ну, ты как, со мной? Заколебал. Всего за 100 золотых Иннос простит все ваши грехи. Снова ты? В прошлый раз ты мне своими матюками всех клиентов распугал. А ведь эти лохи уже были готовы отдать мне свои деньги. Еще раз так сделаешь, палкой отхуячу. Так ты же сам только что сказал, отхуячу. Получай, пи***, окаянный. Бежим, Джонни! Может, карты сделаем? Нарисуем сейчас. Черт, бумаги нет. Не пойму, у тебя что, шоу в жопе? Сядь, посиди нормально. В принципе, можно, смотри, здесь гвоздем расчертим доску, а из грязи шашки сделаем. Черный мы из грязи просто слепим, а белый, значит, мы тоже из грязи слепим и... Я уже просто не понимаю, как тебя воспринимать. Только я тебя убить здесь, нахуй, или закопать, я не знаю, что с тобой сделать. Ты можешь просто заткнуться, Ты понимаешь, что ты меня достал? Я уже с ума схожу от тебя. Что вы? Что вы? Кто вы, ёпта? Кто вы? Здесь мы вдвоем. Я один и ты, ёпта. Ну, насчет шашек-то решили. Да, шашки, браток. давай, блядь, черти, сейчас в шашки будем играть. Ну не надо, ну не стой! Фу,
Кажись, оторвались. Этот одержимый монах уже достал. Если бы у него не было желтой справки из дурдома, я бы навешал ему люлей. Навешал бы люлей? Джон, мы и так в глубокой заднице, а тебе не имется загнать нас еще глубже. Да ладно тебе, Джонни! Ты преувеличиваешь. Не такая уж она и глубокая. Какие-то они подозрительные, ты не находишь? Не пытайся сменить тему разговора, Джон. Мой брат был прав. Ты постоянно втягиваешь меня в неприятности. Когда это я тебя втягивал в неприятности? Это же ты предложил избить ради развлечения бомжа, который ошивался у гостиницы. Потом выяснилось, что это не бомж, а ополченец под прикрытием, который выслеживал преступников. Зато было смешно, когда этот бомж грозился нас арестовать. Да, я в голос ржал, когда Андре влепил нам строгий выговор. А помнишь, как мы по твоей инициативе конфисковали у Хакона все оружие, которым он торговал, и тут же сами начали его продавать? Мы тогда еще легко отделались 15 сутками. А что? Я просто хотел иметь свой бизнес. А про случай со свитком я вообще молчу. Это когда я нашел какой-то магический свиток и попросил тебя вслух его прочесть? Да, это когда я вызвал проливной дождь из дерьма прямо над верхним кварталом Хариниса. Да, тогда мы действительно были по уши в дерьме. Городской судья, наверное, до сих пор держит на нас обиду за то, что стал говнюком по нашей милости. Вот видишь, Джон, из-за тебя у меня сплошные неприятности, и мне это уже надоело. Тебе надоело? Ах, тебе надоело! Кто-то нуждается в помощи. Psie kurwa zapierdolę, dupa psie kurwa zapierdolę, o kurwa pierdolę, dupa psie kurwa. Działamy zgodnie z planem. Kobieta, wyżyw mnie, szybko! Чего? Попросиłem ciebie dać mi posiłek bezmózgie bydło. Что? Nie irytuj mnie, drań, albo będę uderzał cię w żołądku. Ни одного слова не разберешь. Тебе и к логопеду еще надо идти, Wyżyw mnie, cholerna kobieta. Какой кабес? Jeśli natychmiast nie dasz mi żarcia, będę zrobił fusroda. Я не понимаю ни одного слова, Картавая сука! Nie trzeba jest na mnie wrzeszczeć. Lepiej jest to robić, gdy siedzisz w klozecie. Ты, говори по-русски, ебаный. А мне твоя иностранщина не нужна, Gdy będę zdobył to miasto, będziesz leżała u moich stóp, paskudo. Видишь, какую хуйню даже такую хуйню несет, что одного слова понять невозможно. Chcesz wejść do bijatyki, biedaczka? Teraz będę ciebie bić. Какие-то загадки, хуешь. O, wszystko, suka barwiona, zaraz się dostasz. Иди ты нахуй со своими буквами. Давай сюда все, что у тебя есть, иначе я познакомлю тебя со своим другом, мистером Дубинкой. Ну-ка отошел от него, иначе я познакомлю тебя со своим другом. Мистером Кочергой. Сеньор Тупица, месье Неудачник, сир Черная Задница, ваш выход.
И зачем я только взял этих кретинов в свою банду? Тайлер! Крис! Чарли! Крис! Крис! Одним болваном меньше. Что теперь будешь делать, мистер Грязное Лицо? Это не грязь, это борода! Ну-ка все заткнули хренарезки! Кто это сказал? Это сказал Джон. Какой еще Джон? Джон Си! Что этот нигер себе позволяет? Они хотели ограбить меня. Арестуйте их. Джон, ты не должен трогать меня и моих компадрес. Я дал тебе взятку. Забыл? Какую еще взятку? Так, все заткнулись. Сейчас папик разрулит эту ситуацию. Стой! Только граждане города и служащие королевских войск могут входить в верхний квартал города. Только такие тупоголовые кретины, как ты, могут целовать мою задницу. Слушай, друг, мне уже надоело убивать и грабить мирных граждан, отнимать мороженое у детей и огребать за это от мусоров. Братан, помоги мне стать ополченцем, а? Скажи, ты дебил? А туда только дебилов берут? Ты «Мы до дыры» читал? Это ты, гад, на что намекаешь? На то, что я черный? Ты вообще кто такой по жизни? Меня зовут Абуин ибн Джадир ибн Амар Халид бен Хаджи Аль-Шариди. Я пророк и предсказатель, астролог и торговец табаком. Погоди, как тебя зовут? Абуин ибн Джадир ибн Амар Халид бен Хаджи Аль-Шариди. Как? Абуин ибн Джадир ибн Амар Халид. Ладно, заткнись, Алахай-Малахай. Ты серьезно хотел ограбить этого ущербного трахтибедоха? Нет, я просто хотел с ним познакомиться и пригласить на рыбалку. Да, непростая ситуация. С одной стороны, ты хочешь его ограбить, а я, как блюститель порядка, должен помешать тебе это сделать. А с другой стороны, ты ведь дал мне на лапу, и я должен просто стоять и смотреть, как один за другим вылетают его зубы. Ладно, давай 50 золотых, и я ничего не видел. Эй, я дам 60 и уйду отсюда цел и невредим. Договорились? Это уже дело принципа. Плачу 100. Шайтан, у меня с собой только 80. В таком случае, вали его! Джон, прекрати это! Ничего личного, Джонни, это просто бизнес. Знаешь, Джон, это уже перебор. Я слишком долго закрывал глаза на твои проступки. Я и сам много чего натворил под твоим влиянием. Но это была последняя капля. С меня хватит! Какой ты к Белиару ополченец? Мне не нужны друзья, которые предают и продают свою честь. Пойдем, Кудах-Бабах. Я доведу тебя до города. Ну и катись, тряпка! Мне такие друзья тоже не нужны. Джон, нехорошо как-то получилось. Деньги ты взял, а этот Джумшут ушел вместе с твоим бывшим. Ну, в смысле, с бывшим другом. Короче, либо ты отдаешь бабло, либо... Давайте не будем спешить. У меня для вас кое-что есть. И что же?
Есть в городе один мужик в красном халате. Магом огня себя называет. Он рассказывает всякие выдуманные басни про несуществующего мужика и получает за это неплохую прибыль. Так вот, в конце каждого месяца он относит навар своему шефу, который крышует его бизнес. А месяц вот-вот закончится. Ход мыслей понятен? Повторяю для тех, кто в танке. Месяц вот-вот закончится. А это значит, что... Что пора платить за интернет. Нет, идиот! Это значит, что сейчас у этого мага в карманах туева хуча золота. И эта хуча скоро придет прямо к вам в руки. Я понял, что... Я ни хрена не понял. Хотя нет, я понял. Так, я не понял. Я понял или не понял? Да, понял. Мы устроим этому магу засаду и отберем всю выручку. 10% от добычи мои, понятно? Заметано. С тобой приятно вести дело, Джон. И почему остальные полицаи не такие, как ты? А мне еще нужно натянуть кое-кому глаз на жопу. Kurwa pierdoli pan Grzegorz, dupa prze zapierdolę korienie z dupek. O kurwa, dupę kurwo zapierdolę. Prze kurwa? Pewnie musimy skasować operację, urzeczywistnić defragmentację, zrobić specyfikację, poczyścić wentylację, pójść do najbliższej knajpy i zrobić tam dyskotekę z domino i grubaszkami. Prze kurwa pierdolić, przek dupa pierdolę, zakurwić przek zapierdolę? Nie, kurwa! Przemko, czy chcesz coś zaproponować? Mam nadzieję, że nie tak jak ostatnio, sprzedawać jabłka w przejściu podziemnym. Dupa prze kurwa zapierdolę, o kurwa pierdolane. Prze kurwa bardzo prze dupek pierdolę. Kurwa zapierdolę, prze kurwa o dupa pierdolę, kurwa prze kurwa. Ну вот мы и в городе. Спасибо за помощь. Не стоит благодарности, Симселябим. Я просто выполняю свою работу. Ну все, стрисмал отсюда. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так... Эх, Джон, а ты ведь был моим лучшим другом. С кем я теперь буду раскрывать преступления, сажать пьяных бомжей в обезьянник, прикалываться над моим старшим братом, получать люлей от лорда Андре, смотреть фильмы для взрослых в интернете? Приветствую тебя, доблестный страж порядка. Ну-ка, дрищи, отошли от меня на 5 метров, а то я крутану вам с вертушки прямо в щи. Да хоть в холодец. Но послушай, боец, мы нуждаемся в твоей помощи. А мне кажется, вы нуждаетесь в кочерге, которую я сейчас буду вам засовывать в... Слушай сюда, пацан. Мы из секретного подразделения «Миртанский спецназ». Слыхал о таком? Миртанский спецназ? Конечно, слыхал. Подразделение специального назначения, выполняющее поручения самого короля. Каждый ополченец мечтает туда попасть. Говорят, там бесплатные пончики. А еще пирожки со скидкой. Короче, король прислал нас в Харинис, чтобы мы... Минуточку. А что, если вы иностранные агенты, которые решили захватить наш остров, а мне втираете какую-то дичь про миртанский спецназ? Что думали? Я какой-нибудь безмозглый пентюх и сразу поверю вам? Доказательства в студию.
Имя Рабар тебе о чем-нибудь говорит? Так зовут нашего короля. Ладно, убедили, верю. Так зачем он вас прислал? Он поручил нам одно очень важное задание. От его исхода зависит судьба всей Миртаны. Но оно совершенно секретно, поэтому мы не можем... Да не ссы! Не ссы, говорю! Я умею хранить тайны. Я до сих пор никому не рассказал, что у моего брата маленький... На чем я остановился? Ах да, я никому не сказал, что у моего брата маленький размер обуви, всего 37-й. Może wciąż pójdziemy sprzedawać jabłka w podziemce? А что это у твоего напарника с речью? Мы же из секретного подразделения, тупица. Он шифруется. А, точно. А что он говорит? Он говорит, что не уверен, что тебе можно доверять. Ты какой-то несерьезный. Разве я похож на клоуна? Ладно, слушай. Наши агенты узнали, что здешний губернатор работает на врагов королевства. Лариус? Не может быть. Еще как может. Он тайно продает оркам овечий помет, которым они потом удобряют свои поля. Ничего себе. Вот скотина. Так вот, король Рабар прислал нас сюда, чтобы мы арестовали этого предателя и доставили его на материк. Но самим нам не справиться. Поможешь? Конечно. Зло должно быть наказано. Только никто не должен знать об этом, ясно? Никому ни слова, особенно паладинам. А маме можно рассказать? И маме нельзя. Ну ладно. А чем именно я могу вам помочь? Слушай, вот что мы сделаем. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. И запомни, никаких телепузиков я не смотрел, ясно? Умеешь ты уговаривать. Здесь как будто ВДВшники побывали. Что, впечатляет? О, ты-то мне и нужен. Я здесь по поручению Андрюхи. Так что давай, выкладывай, что здесь произошло и как. Только по порядку, и с самого начала. Все началось 35 лет назад, когда мой умирающий отчим взял это здание в ипотеку на мой паспорт. Ладно, вся заварушка началась примерно в полночь. Я в этот момент как раз душил кровать в незанятой комнате. Вдруг меня разбудил сильный грохот. Я сначала подумал, что Рукхар опять прогадал с закусоном и облегчается. Это случается частенько, поэтому я не обратил особого внимания. Тут раздался еще один грохот, от которого затряслись стены.
Я выбежал посмотреть, что это, и обнаружил, что все перевернуто, а посреди помещения стояли два подозрительных человека. Один из них орал что-то невнятное. Я разобрал только 3 слова: «Курва», «Гдзе» и «Харинис». Я сразу понял, что это мирные иностранцы, которые хотели спросить дорогу к городу. Но спускаться я к ним не стал, потому что увидел, как они уже спрашивают об этом у Рукхара, и решил на всякий случай не вмешиваться. Я вернулся обратно в комнату и, тихо забившись в угол, начал молиться. До этого момента, кстати, я был заядлым аметистом и цинком. В смысле, атеистом и циником. Что было дальше? Судя по страшным воплям и нечеловеческим крикам, которые доносились из-за двери, я понял, что Рукхар растолковывает туристам, как добраться до Хариниса. Но какие-то туповатые попались туристы, потому что это продолжалось несколько часов подряд. Под утро путники мирно покинули наше скромное заведение. Куда ушли эти туристы? Что им было нужно? Не знаю, спросите у Рукхара. Только сильно не давите. После их ухода он стал какой-то не такой. Что хотели иностранцы? Харинис, захватить! Курва! Харинис захватить? Курва! Что это может быть? Может, это рейдеры, которые хотят захватить бордель в Харинисе? Идиот! Они хотят захватить Харинис! Захватить Харинис? Тогда я должен остановить этих интервентов. Опа-на! Скотт! Вот так встреча! Привет, Джон. Пока, Джон. Я тебя несколько месяцев по всему Харинису разыскиваю. Даже в «Жди меня» запрос посылал. А ты вон где ошиваешься. Джон, если ты хочешь, чтобы мы с тобой нормально общались, мне нужно набраться. Смелости! Не, просто набраться. Не поясничай! Давай-ка лучше вспомним. Сундук с золотом из дома богача Фернандо я тебе стащить помог? Помог. В сундуке 3000 золотых лежало? Лежало. Ты мне 80% обещал? Обещал. Где деньги? Какие деньги? Палкой в глаз или открытый перелом руки раз. Не надо, я скажу. Сундук зарыт в Харинисе, под деревом у казарм. Если хочешь, можешь его забрать. Я оттуда ни монеты не взял. Честное пионерское. Ну, не поминай лихом. Ты пойдешь со мной. Где лопата? Я не знаю. Лопата была у тебя в руках. Где лопата? Я не знаю. Лопата была у тебя в руках. Слушай теперь меня. Еще я должен слушать. Иди ищи лопату. Сам иди ищи, понял? Пи***р. Вы на месте, господин Лариус. Так это здесь скрывается тот щенок, который избил меня прошлой ночью. Но держите меня 7 гномов, сейчас я ему натяну. Трусы на голову? Нет. Задницу на болт. На арбалетный болт. А я уж было подумал, что вы из этих. Из каких этих? Ну, из этих, которые из тех.
понабирают дебилов в ополчение. Прочь с дороги! Surprise, motherfucker! Будет скотина знать, как продавать оркам овечье дерьмо. Неплохо сработано, парень. Я знал, что ты не подведешь. Слушай, а сделаешь еще одно одолжение? Посторожи здание снаружи, проследи за тем, чтобы никто сюда не заходил, ладно? Это еще зачем? Это секретная операция, забыл? Никто не должен ни видеть, ни слышать, как мы тут будем сношать связанного губернатора. А вы что, из этих? Из каких этих? Ну, из этих, которые из тех. Понабирают дебилов в ополчение. Сношать не в смысле драть, дрючить, пороть и так далее, а в смысле пытать, бить, насиловать. Ну не в смысле насиловать, а в смысле ругать за то, что предал королевство. А, ну если так, тогда ладно. Слышь, урод, здесь только 50 золотых. Ну, скот, ну, скотина, ну, погоди, ты мне за все ответишь. Дай только разберусь с интервентами. Но один я с ними наверняка не справлюсь. Мне нужен помощник. Кто-то такой, кого не жалко. Точно, Мо! Он и в морду сможет дать в случае чего. Главное, чтоб не мне. Джонни, что ты здесь делаешь? Неужели подрабатываешь охранником склада? Я с тобой не разговариваю. Да ладно тебе, Джонни. Я же тебя знаю. Ты не умеешь долго дуться, тем более на меня. Перестань вести себя как баба, Джонни. Ой, все. Да ты вспомни, сколько всего мы с тобой пережили вместе. Сколько подвигов совершили. Сколько девок Хотя нет, тебя там не было. Сколько преступников переловили. Сколько лохов. Я не это хотел сказать. Да вспомни хотя бы, как мы помогли Джеку с его маяком. Ага, а ты вспомни, что было дальше. Большое спасибо. Кольцо воды непременно узнает о вашем благородном поступке.
Что ты наделал? Я думал, это один из тех ублюдков, что отдыхают у входа. Ладно, Джонни. Главное, что свидетелей нет. Смотри, Джон, свидетель! Да не туда смотришь, вон он стоит. Теперь бежит. Джон, ты хоть понимаешь, что с нами могли сделать наемники или члены этого кольца воды, если бы об этом случае кто-нибудь узнал? Но ничего ведь не случилось, Джонни. Зато мы помогли старику Джеку вернуть свой маяк. А помнишь, как мы с тобой слаженно ловили самогонщика? Я слышал, где-то здесь продается очень вкусный самогон. У кого я могу его купить? Ты случайно не знаешь, у кого здесь можно купить немного самогона? Как известно, Вселенная бесконечна. Но вы, жалкие людишки, не в состоянии это осознать своими куриными мозгами. Но ничего, скоро конец света, и вы наконец-то подохнете. Моя мама заболела. Срочно нужен самогон. У кого здесь можно его купить? Привет! Говорят, у тебя можно купить хорошего самогона? Извините, но вы, наверное, меня с кем-то путаете. Да ладно, хорош ломаться, как девчонка. Я готов закупить большую партию. Хорошо, я могу продать где-то 30 бутылок за раз. Тебе сколько? Главное вовремя вытащить. Это я про оружие, если что. Далеко собрался? Смотри, там пещерный человек. Ну что, попался, ублюдок? Думал, так просто сбежишь от меня? Да я раздавлю тебя, как червя! Ты, вонючий кусок дерьма! Ты пожалеешь, что родился на свет, ничтожества! Сейчас ты у меня... Привет, братец! Что, тоже работаешь под прикрытием? Знаешь, Джон, а ведь мне всегда нравились такие вылазки в порт. Вся эта атмосфера шума морского прибоя, покачивающихся шлюпок, воняющей рыбы и рыгающих матросов. Мне всегда это было по душе. В тот день, кстати, я поймал своего самого крупного леща. В смысле? Ты что, потом еще ходил на рыбалку? Почти. Видишь, сколько всего мы пережили вместе? Согласись, ведь у нас были не только промахи. Ты вспомни, как мы зачищали логово полевых хищников, которые напали на наш секретный конопельный участок. Как снимали пьяного крестьянина с дерева. Сперва он грозился, что спрыгнет вниз и разобьется, если ему не нальют еще стопочку. А затем заплакал и начал звать маму. Но поскользнулся и упал прямо на тебя. Джонни, ты спас его, после чего попал в реанимацию на неделю, потому что он весил килограмм 300. А
вспомни, как мы развлекались. Помнишь, как мы однажды бросили в какого-то мужика улей с дикими пчелами, а потом его же спасали от них? Правда, так и не спасли. А как мы шутили над Брутусом, подкидывая ему в кровать мясных жуков? Неужели ты все это забудешь, Джонни? Просто так возьмешь и выкинешь из своей памяти, как старый сапог? Нет, Джон, ты прав. Без тебя мне будет скучно и неинтересно. Ну что, мир? Да, Джон, мир. Мирись, мирись. И больше не дерись. Отлично. А теперь пойдем. Поможешь мне искать интервентов, которые устроили погром в таверне. Прости, Джон, но вообще-то я не могу. Это еще почему? Я здесь на задании. Секретном задании. Я пообещал никому о нем не рассказывать. Так ты никому и не рассказывай, кроме своего лучшего друга. А кто твой лучший друг? Ну ладно, Джон. Вот как все было. Pan Grzegorz, dupa pierdole przekurwa. Zapierdole przepierdolisz. Dlaczego tak jest? Przedupa kurwa pierdole. Ogień ogniem. Cisza. Przysłuchaj się. Ты мог повестись на это, Джонни? Тебя развели как лоха. Ты хочешь сказать, что они не сотрудники мертанского спецназа, а захватчики, которые устроили погром в таверне, а теперь... Да, дурья твоя башка. Ты сам отдал губернатора в руки интервентов, и теперь нам с тобой точно крышка. Что же теперь делать, Джон? Повяжем их здесь, да и дело с концом. Ты со мной, Джонни? Конечно, Джон, я с тобой. Натерем интервентам их интервентские задницы. Врываемся на счет 3. 1, 2... Джонни! Наконец-то ты очнулся. Рыбу будешь? Ты кто? Откуда ты знаешь мое имя? Джонни, неужели я тебе никого не напоминаю? Ну, разве что дрессированного кабана, сбежавшего из цирка. Вообще-то я там всего неделю проработал, ну да ладно. Имя Джим тебе о чем-нибудь говорит? Отец? Неужели это ты? Признал-таки своего старика. Ну так что, будешь рыбу? Погоди, а как я тут очутился? Ты попался мне на крючок. Иными словами, я вытащил твое бездыханное тело из воды во время рыбалки. Кстати, рыбу будешь? И что, ты живешь здесь, на этой помойке? Чем ты вообще питаешься, рыбой? Ага. Будешь? И ты не хочешь убраться отсюда и начать новую жизнь? Хотелось бы, но я не могу. Но почему? Понимаешь, сынок, когда я был за барьером в колонии заключенных, я подружился с одним бароном. Ты подружился с бароном? Настоящим бароном? Да, сынок, с настоящим цыганским бароном, который с радостью принял меня в свой лагерь. Вернее, в табор. Мы, а именно я и еще 39 цыган, колесили по всей колонии с концертами, попутно воруя всех лошадей, которые только встречались на нашем пути. Потом мы из них крутили очень вкусную колбасу. И доколесились до того, что лошади и вовсе исчезли как вид, потому что до колонии эти же цыгане выжрали всех лошадей на материке. О чем это я? Ах да, как только магический купол над колонией исчез, а цыгане в честь этого водили свои хороводы, я, пока никто не видит, набил свой инвентарь цыганским золотом и лошадиной колбасой и быстро убежал от них. К несчастью, цыгане это заметили и бросились в погоню. Они тогда не смогли меня догнать, так как у них не было лошадей, а была лишь колбаса, которую я не успел утащить. Я же набрел на этот пустынный берег, и вот уже несколько лет живу здесь. Рыбачу, деградирую, и надеюсь, что цыгане меня не найдут. Ненавижу, блядь, цыган. А куда подевалось цыганское золото? Забудь о нем, Джонни.
Я спрятал его там, где никто и никогда не сможет его найти. Даже твоя жирная мамаша. Кстати, как она? Эта стервозная истеричка еще не подохла от собственного яда, случайно прикусив язык? Можешь не отвечать, такую сволочь, как она, и палкой не добьешь. Сынок, только не говори матери, что видел меня, ладно? Если она узнает, что я жив, она сдерет с меня 7 дней в шкуре. В смысле, 7 шкур, вымогая алименты за все годы моего отсутствия. Не волнуйся, я буду молчать, как рыба об лед. Кстати, будешь? Ну и зря. Мне вчера на крючок попался такой ясь здоровенный. Здоровенный ясь! Ну, сынок, расскажи хоть, чем ты живешь? Как твои дела? Ну, я, как и подобает настоящему гражданину Хариниса, поступил на королевскую службу. Я солдат ополчения. Вот это да! Мой сын ополченец! А я-то думал, гадал, что это за одежда была на тебе. Погоди, а где моя униформа? Видишь ли, она была мокрой, и я хотел ее просушить у костра, но перестарался. В общем, она сгорела. Что? Да не волнуйся, я дам тебе свою старую униформу из колонии. Можешь взять ее в моем сундуке. Все равно мне уже никогда в нее не влезть. Видишь, какую харю отъел на рыбной диете? Кстати, я тебе не предлагал? Все-таки дерматин. Ну, я бы не сказал, что прям дермантин. Но когда-то она и впрямь была посвежее. Слушай, а оружие у тебя есть? А тебе зачем? Да так, нужно уладить кое-какие дела. Дай подумать. О, привет, Лариус! Ну, как ты тут поживаешь? Я смотрю, тебя здесь не обижали? Ты! Я тебя вспомнил. Это ты меня ударил ночью. Ларик, ты, наверное, что-то путаешь. Да ты покажи мне хоть кого-то в Харинисе, кто не хотел бы надавать тебе по щам. Ах ты сосунок! Да ты у меня... Да я тебе четвертую! Немедленно отпустите меня, вы, тупые обезьяны! Я хозяин этого города, а вы, ущербные неудачники, станете кормом для крыс, если я сейчас же не окажусь на свободе! И дяденька, а может не надо? Надо, курва, надо! Я ополченец Хариниса, заслуженный член клуба любителей пончиков и почетный народный дружинник. Выходи по одному, сабли на пол, руки за голову. Here's Johnny. Губернатор накапал кровавую дорожку, чтобы навести меня на след. Очень умно, молодец. Стой! Только граждане города и служащие королевских войск могут входить в верхний квартал города. Наш губернатор у вас. В смысле нас, губернатор ваш? Да чтоб тебя! Ваш губернатор у нас. Если хотите вернуть его живым, то приготовьтесь выполнить наши условия. Зовите вашего главного на переговоры.
Отпустите, негодяи, или вы пожалеете. О, сейчас я позову своего телохранителя Шамиля. Он порвет ваши задницы на мертанский флаг. Шамиль! Шамиль! Ну-ка, заткнись! Шамиль! Шамиль! Убейте разбойников! Своего хозяина взяли в плен! Что? Какой еще фамиль? Я Шамиль. Ты кто такой вообще? Это я, твой хозяин, Фуфернахер Лариус. Не знаю я никаких фуфернахеров. И вообще, я должен охранять покой господина Ларисуса. Так что иди нахрен отсюда, хрен моржовый. Будешь еще мне тут рассказывать. Что здесь происходит? Кто пустил бомжа в верхний квартал? Почему сапоги грязные? Почему не на кладбище? Где такие классные штаны купил? Почем картошка? Что это вообще за собрание неудачников? Здравствуйте, меня зовут Майк, и я неудачник. Давайте поприветствуем Майка аплодисментами и послушаем его офигительную историю. Я пожертвовал Инесу 10 тысяч золотых и попросил повысить мою силу и ловкость, а он просто поблагодарил меня за мои молитвы. Не так уж и страшно. Главное, не расстраивайся. Бывало и похуже. Здравствуйте, меня зовут Регис. Не так уж и страшно. Главное, не расстраивайся. Бывало и похуже. Эй, вы! Ну-ка потише там. Не так уж и страшно. Главное, не расстраивайся. Бывало и похуже. Слушай сюда, паладин. Это наши пленные. В обмен на их жизнь мы требуем 50 тысяч золотых монет и право на владение всеми шахтами в долине рудников. Я правильно понял? Вы взяли в плен горе-опущенца, то есть ополченца, от которого вечно одни неприятности, и какого-то ущербного алкаша из подворотни, и хотите за них 50 штук и все шахты Миненталя? Так, курва. Жалко, ответишь, гад, я тебя вгнаю, скотина. Вибратор, то есть губернатор Лариус, это вы? Землю жрать у меня будешь. Такое творится, и никто не поможет попавшим в беду. Что? Да, надо что-то делать, но что я могу сделать? Точно! Я могу выполнить свое предназначение! Какое твое предназначение, Тузик? Твое предназначение — служить человеку, охранять дом, воровать колбасу на кухне, а потом получать по хребту от жирной поварихи. А мое предназначение — быть мужчиной! Точно! Я должен сделать то, что должен делать настоящий мужчина! Всех перебью! Пословица. Всяк сверчок, знай свой шесток. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать мордой в пол! Что, курва? Ну-ка быстро отпустили моего дружбана Джона! И меня! Да, и этого буйного алкаша из подворотни тоже! Считаю до 2! А почему не до 3? Потому что до 3 не умею. Пан Джегаш, валите его! Болтон,
Открой свободную камеру. Мы привели еще двоих. Оформить? Оформить как надо. Понял. А этих за что? Они покинули свой пост во время службы, из-за чего в Харинис проникли иностранные спецагенты. За такую халатность судья впаял им по 3 года исправительных работ в виде чистки туалетов вилкой. Как я буду вилкой-то чистить? Совсем удачно. Покажи мне, как я буду чистить ее. А пока пусть посидят здесь, подумают. А что насчет тех других? Я как раз за ними. Ну, что там? Я только что из ратуши. Там Хаген, Лариус и судья уже около получаса спорят о том, как с вами двумя поступить. Лариус за все то, что вы с ним сделали, жаждет стереть вас с ягодиц неба. С лица земли. А вот Хаген, наоборот, настаивает на том, чтобы наградить вас за то, что вы спасли город от иностранных диверсантов. И какие у нас перспективы? Сложно предугадать. Вердикт будет вынесен через полчаса. Мне было велено доставить вас в ратушу вовремя. Да что вы, дети малые, чтобы я за вами бегал. Идите и приведите себя в порядок. И чтобы через полчаса были в ратуше. И смотрите, ни во что не вляпайтесь. В ратуше недавно пол помыли. А что случилось с интервентами? Один из них был убит обломком меча от статуи, который Джонни успешно разрушил. Второй иностранец был задержан. Его уже даже вели в тюрьму. Но по дороге этот гад рассказал анекдот про Вовочку-ополченцу, который сопровождал его. Пока тот ржал, интервенту удалось сбежать. Сейчас он в розыске. Кстати, бать, я смотрю, тебя восстановили. Ну, поздравляшки. Спасибо, сынок. Не опаздывайте, ясно? Джонни! У меня к тебе есть предложение. Давай напьемся. Джон, ты же слышал своего отца? Через полчаса мы должны явиться в ратушу. Если мы заявимся туда с красными мордами и перегаром, какие тогда из нас стражи порядка? Непорядка. Что? Джонни, мы с тобой отменные стражи непорядка. Ходячие создатели проблем. Там, где мы появляемся, всегда жди беды. Просто смирись с этим. Такова наша судьба. Злой рок. Фатум, в конце концов. Так что давай просто пойдем и напьемся в знак примирения и в честь нашей победы над интервентами. Мы это заслужили. А получить по шапке от начальства за испорченное имущество и рожи губернатора мы всегда успеем. Нет, Джон. Давай хоть раз сделаем все правильно, а не как обычно. Извини, но я больше не хочу получать... Да нет же, прекратите запекивать. Я больше не хочу получать выговоры от начальства и Пинки! Пинки! И пинки от старшего брата. Встретимся у ратуши через полчаса, Джон. Придется синячить в одиночку. Ну, сидим здесь с тобой, как два фуфела. Фуфлыжно сидим. Сидим, ёпты, сидим. Можешь заткнуться, просто сидеть, ни не говорить, вообще молчать, просто. Ну, чё ты такой сердитый человек-то? Ну, будьте людьми вы, ребята, я всегда вам говорю. Кто людьми, я уже не человек, я зверь,
Где Джон? Вынесение приговора вот-вот начнется. Не знаю, мы с ним разделились, но я думаю, он скоро подтянется. И, возможно, даже отожмется. Ого, а как статую и постамент так быстро восстановили? Немного камней, суперклея гастробайтеров из Варанта. В совокупности способны творить чудеса. Ладно, пошли. Уважаемые жители Хариниса, только что завершилось рассмотрение дела по обвинению рядовых Джон и Джонни в таких преступлениях. Да ну нахрен, мне лень столько читать. Учитывая тот факт, что ни одна из сторон даже не пыталась предложить мне взятку, суд, то есть я, постановил не приговаривать обвиняемых Джон и Джонни к смертной казни, как этого требует губернатор Лариус, но не поощрять действия онных, как предложил лорд Хаген. Наказанием для подсудимых станет котел с русским с дерьмом. В этом дерьмовом котле они должны будут просидеть целые сутки. Ах да, чуть не забыл самое важное. Если с этого момента в течение месяца с вашей стороны будет еще хоть одна дурацкая выходка, то я вам не завидую. Всем спасибо, все свободны. Я должен лично поржать, в смысле пожать руку нашим геморроям, то есть героям. Это еще что? Рядовой Джон, что с тобой? Ничего. Ну-ка дыхни, огурец, то есть боец. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Да. Ну, по крайней мере, это лучше, чем котелок с дерьмом. Правда, Джонни? Заткнись, Джон. Просто заткнись. Джонни, ты что, всерьез решил провести здесь остаток своих дней? А что, есть другие варианты? Мы что-нибудь придумаем, Джонни. Обязательно придумаем. Можешь даже не сомневаться.
Слушай, давай я тебе спою что-нибудь, а? Так, значит, аккорды первые такие. Там, та-тарам-тара-там, та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там.